Добрый день, дорогие дачники, садоводы, огородники, все те, кто интересуется загородной жизнью. С вами Анна Акинина, нетипичный фермер. И сегодня у меня в гостях шеф-повар ресторана «Трюфель» Евгений Лопатин. Знакомьтесь. Привет, Аня, дорогие зрители, здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о микрозелени, ее разновидности, соответственно, о правильном употреблении и правильное сочетание между ингредиентами. Если вы уже смотрели предыдущий выпуск, который мы показывали на телеканале «Усадьба», вы видели, что с Евгением мы кое-что готовили. Но вопросов после этого выпуска осталось очень много, поэтому мы подробно для вас решили записать специально для зрителей YouTube, и мы приготовим сегодня вкусные блюда. И будем украшать их микрозеленью и добавлять именно для вкусовых качеств. Потому что вопросов, как использовать микрозелень, у людей очень много. Вырастить – это не проблема уже для нас с вами, мы выращиваем ее постоянно, а вот вкусно приготовить зачастую это проблема. Что мы будем готовить? У нас сегодня будет несколько видов блюд, так как будет идти брускетта с песто из вяленых помидоров. Далее у нас будет паста орикетта, типичная итальянская паста, которая делается на юге Италии. Будем добавлять туда брокколи, будем добавлять туда купаты и, соответственно, нашу микрозелень из брокколи. Вот. Также у нас будет наше фирменное блюдо, которое будет готовиться, будет называться облако. То есть облако это делается из яйца, и сюда мы будем добавлять наш микрозелень амарант, который очень хорошо сочетается с омлетами и с разными видами яиц. Я очень хочу кушать, потому что съемки идут, мы столько говорим о еде, поэтому мы отправляемся на кухню. Начнем с чего? У нас сегодня идет брускетта. Подготовили мы здесь песто из вяленых томатов, добавили миндаль, оливковое масло, пармезан. Здесь у нас идут резаные вяленые томаты. Здесь у нас идет крем-чиз, то есть творожный сливочный сыр. И добавим чуть-чуть нашего козьего выдержанного сыра. Дачники, вы вообще понимаете, что это наше блюдо, вот такое наше. Мы, я думаю, со всеми моими зрителями каждый год выращиваем томаты, и от избытка урожая деваться некуда, мы их вялим. Добавляю немножко оливковое масло на наш хлеб, обжариваем сейчас. Соответственно, добавляем чуть-чуть оливковое масло с другой стороны. Я сейчас стараюсь придерживаться правильного питания, но вот когда вижу, как шкварчит этот хлебушек, это же такая вкуснота. Сейчас мы обжарили наш хлеб, и мы будем дополнительно обжаривать нашей горелкой. Ой, я тоже так хочу, можно я тоже? Какой аромат пошел. Делаем подушку из сливочного крема. Я сейчас покажу один. Вот так. Ну, смотри, у меня не получается так красиво. Я красиво могу овощи выращивать. Так, далее мы берем наш песто из вяленых помидоров. Берем и вкладываем. Когда мужчина готовит, это же прекрасно. Берем наши нарезанные вяленые помидоры. А вот для чего нужен был пинцет. И начинаем вот так выкладывать. Теперь берем наш козий сыр и натираем сверху. Он прям от твердый, души. да? Он твердый, выдержанный, да, козий сыр. Так, и украшаем теперь нашу микрозелень. 3 листика микрозелени, потому что считается, что эта брускетта должна есть за 3 раза. Теперь мы украсим вторую подсолнухом и третью украсим тогда горохом. В принципе, горох, как я вам говорил, можно его употреблять везде, и в салате, и в пасте. То есть это такой продукт, который нигде не лишний. Вот, берем и украшаем. Готово? О, я буду пробовать? Да. Теперь начинаем приготовление следующего блюда. Сегодня мы с вами будем делать пасту, которая называется орикетта, это итальянская паста. Для приготовления пасты мы что использовали? Семола. Семола это манная крупа, соль, вода и немножко обычной муки. Самое главное сейчас насыпать здесь муку. Берем пасту, вот так ее раскатываем руками. Так это раскатывается или нет? Нет, сейчас покажу.
Далее мы делаем шарики. Можно, да? Да. Дальше мы должны работать нашим пальцем. То есть мы должны полностью смазать наши пальцы муку, нажимать на нашу пасту, получается как ушко. Самое главное ее муку, да, иначе она тебе приклеится к пасте. И нормально пойдет. Здесь даже не важен особо размер. Напоминаем, что паста во время приготовления она разварится в 2 раза. То есть если мы берем примерно 100 грамм, у нас получается примерно 200 грамм самой пасты. У нас как пельмень будут. После того, как мы сделаем пасту, ее можно сушить, либо замораживать. Сушить мы примерно будем 2 дня. А вот такую свежую не готовят? Нет, свежую нет. Ее сразу замораживают. Для того, что когда мы кидаем кипящую воду, да, кидаем замороженную, и она не склеивается у нас. Все, паста наша готовая. Отправляем в заморозку и начнем ее готовить. Наша паста, которую мы сделали, также крем из брокколи, то есть отваривается брокколи, добавляется немножко бульона, немножко сливок и немножко соли с перцем белым. Потом мы играем здесь с консистенцией брокколи, то есть у нас здесь есть мини-брокколи такие отваренные и есть пыль от брокколи. Также у нас идет здесь свиной фарш от купаты. Мы будем обжарить его на чесноке, розмарине и тимьяне. Как вкусно. Прежде как варить пасту, мы сейчас приготовим нашу начинку, то есть добавляем немножко оливкового масла, добавляем наш чеснок и добавляем наш купат. Какой аромат. Измельчаем все. Кстати, классный лайфхак. Почему я не подумала про пинцет на кухне? Оказывается, так все удобно им делать. Очень удобный, очень, да. Знаете, какое чувство? Я очень много готовила в своей жизни. Вы помните мой блог буквально 3 года назад. Я что только не готовила. Но когда рядом профессионал, чувствуешь себя абсолютно безрукой. Даже, мне кажется, лопаточку я как-то неправильно держу. Далее мы добавляем немножко соли. Соответственно, перец не добавляем, потому что самой купат уже перец присутствует. В каком объеме воды варят пасту? Я слышала, что воды должно быть много. Много воды, примерно пропорция 1 к 10, 1 к 8. Пасту мы будем готовить аль денте, то есть после того, как она начнет всплывать, оставляем минуту, она будет готова. Пасту аль денте почему готовят? Для того, чтобы во время употребления все свойства пасты, которые находятся в ней, усваивались в нашем организме. Если мы будем пасту разваривать, как сказать, наш инсулин в организме повышается, и мы, соответственно, очень быстро набираем вес на протяжении времени. Вот. Вода у нас кипит, соответственно, мы ее заранее посолили. Вот. И добавляем нашу пасту. Знаете, впечатление портят макароны вот эти серенькие из нашего детства, которые давали в детском саду или в школе. Хотя я в охоточку такие люблю. Как макароны по-флотски делать, хочется иногда сделать такое. Как раньше. Да, как в детстве, такое я советское люблю блюдо. в столовой ходить, чтобы так гуляш и вот эти серенькие макарошки. Это у меня прям иногда раз в год очень хочется. Теперь наша паста готова, мы отправляем в сковороду вместе с нашим фаршем из купаты, обжарим, добавим туда крем из брокколи, соответственно, будем подавать и дегустировать. А в эту пасту мы будем добавлять сыр? Пармезан добавим обязательно чуть-чуть. Я почему-то думала, что всегда вот такой зеленый цвет в пасте продают шпинат. И для меня открытие, что можно сделать точно так же с брокколи. В том числе шпинат тоже, кстати, подходит хорошо к этому блюду. Далее мы посыпаем нашим пармезаном. Теперь наши крошки брокколи. Идет здесь контраст бланшированного брокколи и также свежего, то есть крошки. Как красиво. То есть именно эти брокколи нам будут давать здесь хрустящую часть. И будут давать нам лето. Я сразу вспомнила свою брокколи, которая растет в огороде. И заканчиваем микрозеленью. А можно я отрежу? Да, конечно. Мне кажется, я с этой задачей точно справлюсь. Наше блюдо готово. И приятного аппетита! Мы готовы к приготовлению следующему блюду. Наше третье блюдо, мое фирменное блюдо, называется оно облако. Нам понадобится пармезан, нам понадобится
фондю из пармезана. Также мы отделили белки от желка. Белки мы сейчас будем взбивать с добавлением пармезана и немножко соли. И потом посмотрим, что мы будем с этим делать. Так, мы вот закончили взбивать наши белки. Далее мы берем нашу форму для запекания, добавляем немножко оливкового масла и промазываем вот так ее хорошенько кисточкой. На низ вот так добавляем нашу смесь. Далее опускаем наш желток вот так и закрываем остальным белком. Оставляй примерно 1/4 до поверхности, так как оно будет подниматься. А сколько градусов должно быть? 180 градусов 5-6 минут. Будем согревать наш фондю из пармезана в ожидании, пока наше яйцо приготовится. Какие пропорции точные, чтобы зрители тоже могли дома такое приготовить? 500 грамм сливок, ну в домашних условиях примерно 200 грамм сливок достаточно будет. Добавляется туда 40 грамм тертого пармезана. Доводится все до консистенции, то есть до густоты. Можно использовать и крахмал, картофельный крахмал. Вот. И в конце добавляем соль, перец. А фондю вообще храниться может? Может храниться и в холодильнике спокойно 4-5 дней, и также можно его замораживать. То есть можно приготовить заранее и каждое утро делать себе облачко? Конечно, можно. О, какая красота! Сейчас дадим буквально 30 секунд, чтобы оно остыло, спустилось. Будем дегустировать. Спускается на глазах. Да. Ой, как вкусно пахнет. Казалось бы, просто яйцо, а такой аромат. Кстати, наши телезрители могут фантазировать, в начинку добавлять еще другие, то есть не обязательно желток. Колбаски докторской. Колбаски докторской с сыром, кстати, будет отлично. Теперь кладем. Сейчас. Давай вот так его положим. И заканчиваем нашим трюфельным маслом. Вот так. И, соответственно, чем? Амарантом. Я всем рассказываю про амарант, я его обожаю. Здесь, я думаю, достаточно будет 3-4 листика. Дорогие друзья, мы столько всего наготовили, и сейчас мы будем проводить дегустацию. Я позвала своего главного дегустатора Викторию. Она уже наяривает пиццу. Вкусно? Да. Да. А мы попробуем и другие блюда. Но сначала я хочу поблагодарить Евгения за время, которое уделил он нам. Приготовил столько всего вкусного. И для меня сегодня был бесценный опыт. Я впервые на таком мастер-классе. Огромное вам спасибо. Спасибо тебе, Аня, что пришла. Спасибо, дорогие подписчики. И спасибо огромное ресторану «Трюфель» за всю эту красоту и вкусноту. Так, я сейчас попробую брускетту. Я выбрала все-таки с редисом. Очень вкусно. А мне мама. Что скажешь? Вкуснота? Ты даже такое попробовал? Я вообще в шоке. Она у меня обычно такие блюда не пробует. И чтобы ей еще понравилось, ну правда, очень вкусно. Грех приходить на диете в ресторан. Так, и мы сейчас будем пробовать пасту. Каждому свое. Кто-то пиццу, кто-то пасту. Очень вкусно. Спасибо. Мам, мы куда приехали? Мы приехали, видимо, покушать вкусно. Ты что, пробуешь? Это облачко. Будешь пробовать? Да. Да, облачко. Вкусно. Вкусно? Да ты что, ты вообще у меня главный дегустатор. Я в шоке от Виктории. Да. Очень вкусно. Если я буду тебе готовить такое на завтрак, ты будешь? Угу. Ну все, договорились. Яичко я съем до конца. Для каждого повара это самое большое удовольствие, когда гости едят с таким аппетитом. Есть такое золотое правило, когда гости дегустируют в тишине, это значит, либо у тебя все получилось, либо это провал. В данном случае я думаю, что все очень нравится, все очень вкусно. Очень вкусно. Очень.
Съемочная группа меня простит, что я съел яичко. Не дала вам попробовать. Ну что, друзья, оставляйте ваши комментарии, пишите, понравился ли вам данный формат видео. Если да, то обязательно повторим. А с вами был Нетипичный фермер. Увидимся в следующих выпусках. Пока-пока. Пока. Пока.